Здравствуйте, скажите, пожалуйста, чем вам запомнился 2022 год? Ой, он страшный для меня, понимаете? Страшный из-за войны. Из-за войны вот это. Потому что мои внуки, муж умер, я его похоронила, вот, а внуки уехали в Москву. Там все родственники в Москве. И вот это заставили, чтобы мы отправили туда и Сашу, Настю. Ну, он же в политехническом университете учился, и у него, ну как, звание есть, потому что они там, военная кафедра была какая-то, или я там знаю, что оно такое. И он, когда началась здесь война, все мы настояли, чтобы он уехал отсюда. Потому что у него врожденный порог сердца был. Его бы захватили, уже бы Саши нашего не было. И вот это они как уехали туда, в Москву, я теперь не вижу, и не вижу, и не вижу их. Могли бы вы сказать, что 2022 год был самым плохим годом в вашей жизни? Для меня, да. Для меня он самый плохим стал, понимаете? Потому что я же говорю, что война, это я не знаю. Просто хотелось бы пожить спокойно, хотя бы на старости лет, понимаете? Какой был для вас 2022 год? Добрый день. Ну, что могу сказать? Год был тяжелый, трудный. Было много испытаний для нас. Ну, так в целом выдержали. Выжили, можно сказать. А не подскажете, какие эмоции чаще всего вы испытывали в прошлом году? Ну, какие эмоции? Разочарование, нет уверенности в завтрашнем дне, какой-то стабильности. Ну, а так в целом уже, наверное, привыкли так жить. Что вы ожидаете от наступившего 2023 года? Ожидаем окончания боевых действий, мира. Может, все-таки наладится все. Будем жить как раньше. С уверенностью в завтрашний день. Не будем переживать за детей. Ну, как-то так. И подскажите, могли бы вы назвать ушедший 2022 год худшим годом в своей жизни? Ну, надеюсь, да. Надеюсь, это был худший год в нашей жизни. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой был для вас ушедший 2022 год? И вам здравствуйте. Как можно описать словами то, что мы пережили? На самом деле это был максимально страшный год, наверное, и в моей жизни, и в жизни всех нас в целом. Какие эмоции вы чаще всего испытывали в прошлом году? По большей части страх. Страх за себя, страх за своих родных и близких. Неуверенность ни в чем буквально. Скажите, а что-то, если не брать войну и политику, в прошлом году вам запомнилось? Может, какое-то знаковое событие? Да, мы старались в любом случае как-то абстрагироваться от всего. Я очень много времени читала, я обучалась онлайн, я пыталась сделать то, что радует меня и позволяет как-то прожить этот день. Понятно. А вот то, что мы сейчас слышим взрывы где-то, вас это не напрягает? Нет, привыкли уже? Да, привыкли, конечно, потому что мы это слышим уже очень-очень давно, и как-то приходится свыкаться с тем, что где-то там гремит, и дай бог сюда не прилетит. Ясно. Чего вы ожидаете от наступившего 2023 года? Уверенности в завтрашнем дне, уверенности в послезавтрашнем и во всех будущих наших днях, чтобы наши дети могли расти и развиваться в нашем любимом городе. Скажите, пожалуйста, чем для вас запомнился 2022 год? Лично для меня 2022 год был сложным. Мне пришлось с маленьким ребенком покинуть свой родной город и дом. А какие эмоции чаще всего вас посещали в прошлом году? Какие могут быть эмоции? Только, наверное, страх за жизнь, за своих близких и свою, разочарование, слезы, все, что может напомнить о себе 2022 год. А что-то было не связанное с войной и политикой, что вам запомнилось? Либо... Наверное, нет. И чего вы ждете от наступившего 2023 года? Конечно же, ждем мира во всем мире, стабильности, уверенности и жить, чтобы просто жить. И могли бы вы сказать, что прошлый 22 год был самым плохим годом в вашей жизни? Возможно, да. Но надеемся только на самое лучшее. Скажите, пожалуйста, как для вас прошел 2022 год? Да не очень обострилось все как-то в связи с тем, что, как сказать, и не сказать, что плохо, а в связи с тем, что вступили в Россию, обострились очень обстрелы, больше их стало.
Здравствуйте, скажите, как прошел для вас 2022 год? Весело. Очень весело и познавательно. Более подробно, если можно. Апгрейднулись. Что это значит, простите? Выросли. А, В материальном, моральном плане. да. Скажите, что вам больше всего запомнилось в прошлом году? Мобилизация. Вам... Как минимум мобилизация и то, что начали заниматься своим делом. Скажите, что вы ждете от 2023 года? Рост. Еще больше рост. Карьерный рост вы имеете в виду? Никакой мобилизации. Да, и окончание войны. Скажите, эмоции какие у вас были в 2022 году, самые часто запоминающиеся? Ну, первая половина года более негативные были эмоции, а вот вторая половина года было очень много уже позитивных эмоций. Больно было. Поздравляю вас. Скажите, пожалуйста, последний вопрос. Могли бы вы назвать 2022 год самым плохим годом в вашей жизни? Нет, Я думаю, нет. нет. Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился 2022 год? Не очень хорошими событиями для меня, поэтому как бы не хочу говорить. Что вы ожидаете от 2023 года? Но надеюсь, что у нас хотя бы будет мир в нашем городе. Скажите, какие эмоции у вас чаще всего посещали вас в 2022 году? Хорошие эмоции, положительные. Может быть, тогда скажите, можете ли вы назвать 2022 год самым плохим годом в вашей жизни? Нет, не могу.